Самые опасные штаты для жизни в США. Место для выхода на пенсию, где жизнь кажется богатой, советы по недвижимости. Мы все хотим жить свободно в безопасном обществе, которое позволяет нам наслаждаться всеми радостями жизни без всякого вреда. Это легче сказать, чем сделать, потому что существует множество факторов, которые могут привести к тому, что место будет признано небезопасным. Нижеперечисленные штаты входят в число самых безопасных для жизни штатов США по следующим показателям. Уровень преступности. Стихийные бедствия. Доступ к здравоохранению. Данные ФБР о преступлениях и деятельности правоохранительных органов. Насильственные преступления. Убийства. Смерти от огнестрельного оружия. Усиленные нападения на душу населения. Преступления против собственности. Сотрудники правоохранительных органов на душу населения. Террористические атаки. Массовые расстрелы. Изнасилования на душу населения. Грабежи на душу населения. Преступления на почве ненависти. Уровень безработицы. Долг на доход. Уровень бедности. Вождение в нетрезвом виде на душу населения. Безопасность дорожного движения. Другое. Американцы говорят, что уровень преступности рядом с домом становится все более опасным. Обязательно учитывайте эти моменты при выборе места проживания. Рассмотрите статистические риски, существующие в вашем штате. Затем также примите меры по снижению этих рисков. Обязательно замедлите настройки скорости видео, если вы хотите смотреть видео в более медленном темпе. Нажмите кнопку «Мне нравится», чтобы алгоритм YouTube запустил его и помог мне создавать больше контента для вас. Вот самые опасные для жизни штаты в США. Луизиана. Самый опасный штат в США, потому что в нем самые высокие показатели насильственных преступлений и самые высокие показатели убийств – 14,4 на 100 тысяч человек, особенно в таких городах, как Новый Орлеан и Батон-Руж. В Луизиане высокий риск ураганов и других стихийных бедствий, низкая готовность к чрезвычайным ситуациям, высокий уровень безработицы, высокий уровень издевательств, большое количество убийств, большое количество изнасилований, количество тяжких нападений, краж со взломом. Краж с воровством, большое количество смертельных случаев, большое количество изнасилований и смертей, связанных с огнестрельным оружием. Катрина привела к гибели 1500 человек. Население Луизианы очень разнообразно и насчитывает более 4,6 миллиона человек. Уровень смертности от огнестрельного оружия составляет 21,1 на 100 тысяч человек. Луизиана занимает 50-е место по безопасности, таким образом, входит в число самых опасных штатов США в 2022 году с общим баллом 31,64. На Аляске высокий уровень насильственных преступлений, особенно в сельской местности. Аляска входит в число самых опасных для жизни штатов из-за насильственных преступлений, самого высокого в стране количества изнасилований, грабежей, тяжких нападений, краж, большого количества смертей из-за алкоголизма, опасных диких животных, уровня убийств 8,4 на 100 тысяч человек, а также риска землетрясений, лесных пожаров и других стихийных бедствий. В Аляске самое большое количество изнасилований в стране с показателем 9,79. Уровень смертности от огнестрельного оружия на Аляске составляет 23 на 100 тысяч человек. Аляска занимает 16-е место среди самых опасных штатов США в 2022 году с общим показателем 54,52, но здесь она указана на втором месте, потому что в ней больше всего смертей от огнестрельного оружия, показателей и высоких насильственных преступлений даже при чрезвычайно низкой плотности населения, что приводит к искажению данных. Многие преступления совершаются в сельской местности, и данные по этим районам отслеживаются не так эффективно. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. 3. Техас.
Техас входит в число самых опасных для жизни штатов из-за большого количества насильственных преступлений, количества смертей от огнестрельного оружия, количества сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч человек, грабежей, готовности к чрезвычайным ситуациям, безопасности жилья, количество застрахованных жителей, где 18,4% людей не имеют медицинской страховки. Показатель смертности от огнестрельного оружия в Техасе составляет 12,1 на 100 тысяч человек. В Техасе высокое количество убийств – 10,3 на 100 тысяч человек. Техас занимает 47-е место по безопасности, таким образом, входит в число самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 36,77. 4. Миссисипи. Миссисипи входит в число самых опасных для проживания штатов из-за высокого уровня преступности, большого количества убийств и краж со взломом, худшего в стране по безопасности дорожного движения и готовности к чрезвычайным ситуациям, второго по величине по финансовой безопасности, второго по количеству смертельных случаев, высокого уровня безработицы, выше 6%, высокого уровня имущественных преступлений, таких как кража со взломом и воровство, и высокого риска ураганов и других стихийных бедствий. В Миссисипи уровень смертности от огнестрельного оружия составляет 19,8, а уровень убийств – 8,2 на 100 тысяч человек. Миссисипи занимает 49-е место по безопасности, таким образом, входит в число самых опасных штатов США в 2022 году с общим баллом 32,52. Нажмите кнопку «Мне нравится» для алгоритма YouTube. 5. Миссури. Миссури входит в число самых опасных для проживания штатов из-за высокого уровня насильственных преступлений, большого количества убийств, изнасилований, тяжких нападений, краж, угонов транспортных средств, риска торнадо и других стихийных бедствий, готовности к чрезвычайным ситуациям, отсутствия застрахованных жителей, безопасности жилья. Миссури занимает второе место по уровню убийств – 9,8 на 100 тысяч человек и уровню смертности от огнестрельного оружия – 18,8 на 100 тысяч человек. Миссури занимает 43-е место по безопасности. Таким образом, среди самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 40,25. 6. Арканзас. Арканзас входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого количества насильственных преступлений, количества убийств, безопасности жилья, финансовой безопасности, рисков торнадо и других стихийных бедствий, количества нападений, количества случаев издевательств и большого количества смертей от огнестрельного оружия. В Арканзасе 8,6 убийств и 17,7 смертей от огнестрельного оружия на 100 тысяч человек. Арканзас занимает второе место по количеству изнасилований в стране с общим баллом 2,95. Арканзас занимает 48-е место по безопасности. Таким образом, среди самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 40,25. Нажмите кнопку «Мне нравится» для алгоритма YouTube. 7. Оклахома входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого количества насильственных преступлений, количества убийств, одного из самых высоких показателей изнасилований, нападений при отягчающих обстоятельствах, краж со взломом, краж с воровством, угонов транспортных средств, количество сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч человек. Показателей смертности от огнестрельного оружия, безопасности на рабочем месте, финансовой безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям. Количество жителей без страховки, где 14,3% жителей не имеют медицинской страховки. Показатель смертности от огнестрельного оружия в Оклахоме составляет 19,6 на 100 тысяч человек, а общий уровень преступности – 3277 на 100 тысяч человек. В Оклахоме одно из самых высоких показателей изнасилований.
Оклахома занимает 45-е место среди самых безопасных, а значит, и среди самых опасных штатов США в 2022 году с общим баллом 39,34. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Монтана входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого количества насильственных преступлений, изнасилований, количества тяжких нападений, краж с воровством, количество сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч человек, безопасности жилья, безопасности на рабочем месте, финансовых рисков и уровня смертности от огнестрельного оружия. В Монтане одно из самых высоких показателей изнасилований в стране. В Монтане 8,9 убийств и 19 смертей от огнестрельного оружия на 100 тысяч человек. Монтана занимает 40-е место среди самых безопасных, а значит, и среди самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 42,16. Подпишитесь, нажав на мою фотографию на экране. Мы поможем вам повысить свой уровень успеха и добиться наилучших результатов в жизни. 9. Алабама входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого количества насильственных преступлений, готовности к чрезвычайным ситуациям, количества нападений на душу населения, количество убийств, количество тяжких нападений, краж со взломом, смертей от огнестрельного оружия и краж с воровством. В Алабаме 7-й по величине показатель убийств – 8,3 на 100 тысяч человек. В Алабаме показатель смертности от огнестрельного оружия – 21,4 на 100 тысяч человек. Общий уровень преступности в Алабаме составляет 385,26 на 100 тысяч человек. В Алабаме 46-й по безопасности, то есть один из самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 37,68. Повышайте уровень своей жизни. Подпишитесь на нас на Medium, чтобы раскрыть наши секреты. Подпишитесь на нас на YouTube. 10. Флорида. Флорида входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого количества насильственных преступлений, количества убийств, безопасности дорожного движения, готовности к чрезвычайным ситуациям, безопасности на рабочем месте, количество незастрахованных жителей, более 6% безработицы, смертей от огнестрельного оружия. Уровень смертности от огнестрельного оружия во Флориде составляет 12,6 на 100 тысяч человек. Флорида занимает 3-е место по количеству убийств – 9,7 на 100 тысяч человек. Флорида занимает 44-е место по безопасности, то есть входит в число самых опасных штатов в США в 2022 году с общим баллом 39,52. Подпишитесь на нас на YouTube, чтобы посмотреть больше видео для повышения уровня ваших жизненных успехов, и посмотрите больше видео в этом альбоме, созданном для вас. Вы можете посмотреть видео с турами по недвижимости или посмотреть мои видеоблоги. 11. Теннесси. Теннесси входит в число самых опасных для жизни штатов из-за большого количества насильственных преступлений, количества убийств, грабежей, тяжких нападений, взломов, краж и безопасности жилья. В Теннесси 11,5 убийств на 100 тысяч человек, и это один из самых высоких показателей убийств в стране. Уровень смертности от огнестрельного оружия в Теннесси составляет 17 на 100 тысяч человек. Теннесси занимает 41-е место среди самых безопасных штатов США в 2022 году с общим баллом 41,34. Нажмите кнопку «Мне нравится» для алгоритма YouTube. 12. Нью-Мексико входит в число самых опасных для жизни штатов из-за высокого уровня насильственных преступлений, количества убийств, самого большого количества изнасилований, грабежей, нападений при отягчающих обстоятельствах, краж со взломом, угонов транспортных средств, количество сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч человек, высокого риска лесных пожаров и других стихийных бедствий и других преступлений.
Уровень смертности от огнестрельного оружия в Нью-Мексико составляет 18,2 на 100 тысяч человек. Нью-Мексико занимает 25-е место среди самых опасных штатов США в 2022 году с общим баллом 49,92, но входит в тройку лидеров по версии Consumer Reports в основном из-за количества убийств, изнасилований и нападений при отягчающих обстоятельствах. Нажмите кнопку «Мне нравится» для алгоритма YouTube. Безопасные штаты лучше всего подходят для семей. Хотя решение о том, где жить, очень сложно, если у вас есть дети, вам, возможно, стоит ознакомиться с этим анализом, прежде чем решать, где вы хотите жить. Риски преступности и стихийных бедствий могут существенно повлиять на качество вашей жизни, счастье, риски или общую безопасность. Общество должно стремиться бороться с преступностью везде. В современном 2023 году, когда криминалистика, GPS и записи с камер стали обычным явлением, мы все должны быть в гораздо большей безопасности. Можно с уверенностью сказать, что мы все можем сделать больше, чтобы изменить статистику в свою пользу, внедрив средства безопасности во всех наших домах и транспортных средствах. Мы можем установить более безопасные двери, поддерживать датчики СО2 и СО в наших домах, покупать более безопасные автомобили, устанавливать камеры, поддерживать системы безопасности, устанавливать персонализированное отслеживание GPS на наших автомобилях и телефонах, а также поддерживать страховку на автомобилях, вещах и домах. Самый большой выбор, который вы можете сделать, это выбрать безопасное место для жизни. Обязательно учитывайте, в каком штате вы живете и какие преступления и проблемы безопасности там существуют по статистике. Подумайте о переезде в более безопасное место, но если вы не переедете, знайте, с чем вам придется мириться в вашем родном штате. Знайте о рисках. Знайте о преступлениях. Знайте, что вы можете сделать, чтобы обеспечить более безопасную жизнь для семьи, и примите меры по снижению рисков. Вы всегда можете обратиться к местным риэлторам, чтобы получить больше информации, касающейся вашего региона. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь, подписывайтесь и комментируйте ниже, чтобы поддержать этот канал и помочь мне добиться успеха, чтобы я мог публиковать для вас больше. Спасибо всем, что присоединились ко мне. Скоро увидимся в следующем выпуске. Нажмите на изображение на экране, чтобы подписаться и посмотреть больше видео.